Всем привет! В последних видео я часто говорю о том, что пассивные процессы получения знаний — это неэффективно, это пустая трата времени, что нужно активно все это делать. И сегодня как раз-таки хочу поговорить о процессе чтения с точки зрения того, как его активировать, как сделать чтение максимально активным процессом и как улучшить свое понимание в этом самом процессе. И первая стратегия, которая применима, в принципе, к любому процессу получения знаний, это определение цели. Потому что как только вы стараетесь сформулировать, зачем вам это нужно, вы уже хорошо фокусируете ваше внимание, у вас повышается концентрация, и в целом ваш мозг готовится к тому, что вы будете получать знания. Потому что когда вы просто, ну вот надо вам это сделать, вы открываете свой учебник и что-то там начинаете читать, то ваш мозг пока сообразит, что вы какие-то знания получаете, что вам нужно соображать, что какая-то информация там затекает, вытекает, вы как-то должны с ней коммуницировать и так далее. В общем, пройдет достаточно много времени. Но если перед тем, как начать читать какую-то главу или какой-то учебник, вы подумаете, а зачем мне это нужно? Что мне это даст? Что я должен извлечь? Для чего мне это нужно? И так далее. То есть, когда вы зададите себе эти вопросы, даже если вы конкретного ответа не получите, хотя лучше все-таки получить, что я там хочу разобраться вот в этом вопросе, мне нужно подготовиться к тому-то, поэтому мне нужно прочитать такое-то количество глав и так далее. То есть, в принципе, весь этот процесс хорошо заводит ваш мозг, он готовит к получению знаний, плюс вы хорошенечко концентрируетесь без каких-либо особых усилий. Следующая стратегия, которую я очень сильно советую сделать обязательно, сделать такой привычкой для вас, это ознакомление, прежде чем начать читать. То есть вам нужно ознакомиться с тем текстом, даже если он очень короткий, даже если он маленький, вы должны понять его объем, его структуру, какие есть графики, какие есть, не знаю, там, подпункты, выделения, какие цитаты, еще что-то. Вам нужно понять, что вы сейчас будете поглощать. Вам нужно понять, какие основные темы, подтемы и так далее, что упоминается в этой главе. То есть вы хорошо реализуете в этот момент принцип того, что от общего к частному. То есть вы в общем смотрите, о чем вы будете читать в целом, вот какие-то основные моменты. Потом вы будете в это все вкладывать какие-то подробности. То есть, опять-таки, вот ваш мозг сконцентрировался, и вы задаете в него базовую информацию. Название главы, название там темы, название каких-то понятий, еще чего-то. То, что вот вы можете увидеть с ознакомления. Вы уже простраиваете такую вот базовую сеточку, в которую вы потом будете насаживать информацию более подробную, но она у вас уже будет. То есть в этот момент вы еще сильнее готовите мозг к получению информации. То есть вы его прям уже так физически готовите, то есть какая-то там нейронная сеть уже готовится к тому, чтобы получить знания. Следующая стратегия – это построение предположений. Ученые выяснили, что если дать человеку решить какое-либо уравнение, либо какую-то, в общем, задачу ему задать какую-либо, не предоставляя возможности увидеть, как это все решается, и он не знает, как это все, какую теорему применить, какую формулу и так далее, в общем, что-то совершенно неизвестное, вот просто дано вот то-то и то-то. В общем, если дать это человеку, он попробует его решить, даже если он не решил, но он простроил этот процесс решения, то когда вы даете ему готовое решение, он запоминает это готовое решение гораздо лучше. То есть лучше попробовать решить и ошибиться, и потом себя исправить правильным ответом. Это будет гораздо лучше, потому что вы запомните это очень хорошо, прям очень хорошо в тот момент, когда вы ошиблись, чем если сразу давать готовое решение, то есть сразу рассказывать, как, что, к чему, и говорить о том, что ну вот попробуй теперь решить эту задачку. Скорее всего, процент того, что вы запомните, будет гораздо ниже. Это действует вообще в любой плоскости получения знаний, то есть лучше всего выстроить свое собственное предположение, как это все будет развиваться, какое это понятие, что это может значить, что этот график может значить, что эта картинка может значить. Вот когда вы ознакомливаетесь, вы можете попутно выстраивать свои предположения, о чем там будет речь, что скажет ученый, какие выводы, потому что в этот момент вы еще подтягиваете свои предыдущие знания, что очень хорошо, потому что новые знания обязательно должны крепиться на те, что уже есть, потому что если это будет какое-то отдельное знание, они очень быстро забудутся, так как у них будет нестабильная структура. Если же вы подтянете свои предыдущие знания, предыдущий опыт и будете уже туда встраивать свои новые знания,
Это также повышает вероятность того, что все знания запомнятся, и вы в целом запомните всю информацию. Так вот, когда вы строите эти предположения, во-первых, вы выстраиваете вот эту уже теорию какую-то приблизительную, опять-таки выстраивая какую-то уже предварительную структуру для запоминания, плюс вы подтягиваете свой прошлый опыт, и если вы ошиблись, вы себя исправите, и вы хорошенько запомните. Если вы были правы, вы вообще молодец, но вы тоже хорошо запомните, потому что вы уже самостоятельно дошли до чего-то, потом вы подтвердили, и вы будете радоваться тому, что вы молодец и хорошенечко все запомните. Четвертая стратегия реализуется именно во время чтения. Когда вы читаете какой-либо абзац, то есть какой-то кусок текста, вы всегда должны в какой-то момент останавливаться и спрашивать себя, а что я только что прочитал? Какая главная мысль того, что я прочитал? Вот просто перескажите своими словами. Это нужно обязательно делать через небольшие промежутки, то есть несколько, не всю глав, несколько абзацев главы, какой-то небольшой параграф, то есть вы не должны прям сразу ко всей главе задавать эти вопросы, это будет чуть позже, а все-таки останавливаться через какое-то определенное время, которое вы, скорее всего, сами со временем вычислите, как вам комфортно, но каждый раз вы должны себе задавать вопрос, а что было здесь главное, о чем здесь шла речь, что нового я узнал, и своими словами обязательно пересказывать, потому что если у вас это не получается, возвращаемся, читаем заново, пытаемся понять, о чем там идет речь, потому что если вы не можете пересказать своими словами, вы не понимаете, и лучше это обнаружить в начале текста или там в середине, а не в самом-самом конце, когда вы уже все прочитали, сделали красивый конспектик, а потом закрываете и понимаете, что вы вообще не помните, о чем шла речь. И пятая стратегия как раз-таки в конце, когда вот вы уже все переработали, все сделали, вы такой молодец, вы открываете вопросы в конце главы, если это учебник, они уже есть, если это не учебник, то постарайтесь сами себе задать какие-то интересные вопросы с подвохом, так сказать. То есть не просто на понимание, вы уже себя там спросили в общих чертах в течение чтения, все, о чем вы хотели. Да, вы можете такую основную мысль рассказать себе, проанализировать свои предположения, как раз-таки, которые вы сделали, но постарайтесь поотвечать на эти вопросы развернуто, потому что чаще всего мы их пропускаем, они какие-то скучные, неинтересные, я же только что прочитала, зачем я вообще этим буду заниматься? Но эти вопросы помогают вам еще раз все активно продумать, передумать, если что, вернуться к тексту, потому что бывает такое, что вроде все понятно, все идеально, вы начинаете читать вопросы, и вы понимаете, о чем там идет речь. Ну вот точно ответить невозможно. Возвращаемся к тексту, опять проверяем себя, опять пытаемся пересказать и так далее. То есть эти вопросы должны быть полностью отвечены, вы должны не односложно отвечать, а прям полностью, развернуто, сами себе все это рассказать, потому что, опять-таки, это задействует все знания, которые вы только что получили, вы их еще раз прогоняете, вы еще раз их анализируете, вы еще раз по ним проходитесь, что еще больше увеличивает шанс того, что они полностью запомнятся. И последняя стратегия, о которой я сегодня поговорю, это то, что вам поможет, в принципе, на всем процессе получения знаний из чтения, это визуализация, потому что наш мозг мыслит образами. Он не любит сухой текст. Даже когда вы пересказываете своими словами, это все хорошо, прекрасно, но если вы подкрепите это каким-то визуальным образом, это будет просто идеально. То есть если вы, когда читаете, вы не только пересказываете внутри себя, объясняете сами себе своими словами, что вы только что прочитали, но если вы это еще все представите себе, то есть такую прям яркую, хорошую, проработанную картинку создадите, то все, вы закапсулируете и просто повяжете бантик на эти все знания и просто отправите в долгосрочную память, потому что вы проделали всю работу за ваш мозг заранее, потому что он так или иначе бы подкрепил каким-то образом, но он бы сам это все делал, сам создавал, сам напрягался, это не очень всегда хочется делать, потому что много информации, вы, скорее всего, еще что-то прочитали, еще там что-то поделали, у вас, скорее всего, еще накопилась ждущая очередь из той информации, которую вы впоследствии читаете, а здесь вы уже сразу запаковываете информацию в очень понятный, очень простой формат для нашего мозга. Поэтому, когда мы читаем даже самые
Абстрактные вещи можно запаковать в визуальный образ. Есть даже воспоминания математиков, как они представляют, как там вот эти вот все абстрактные фигуры превращаются одна в другую, перетекают. Да, в какой-то момент придется немножко напрячься, проявить свою фантазию, какую-то смекалку, еще что-то. Но в любом случае любую самую сложную абстрактную вещь можно представить визуально. И опять-таки, если вы не можете вообще никак представить, значит вы не понимаете того, что вы читаете, потому что раскладывайте на понятные и визуально привычные вам элементы, то, что вы можете наблюдать в вашей жизни. Если вы будете еще вот то, что вы знаете, то, что вы видели, подтягивать, это тоже как бы подтягивает ваш прошлый опыт идеально, вообще идеально. То есть привязывать к тем событиям, которые у вас были, визуальные образы, вы вообще вот впишете ваши новые знания в то, что у вас уже есть, а значит, эти знания останутся с вами надолго, потому что они присоединятся к уже существующей системе знаний, и вообще идеально. Так что визуализация – это прекрасная упаковка для ваших знаний, которую вы можете самостоятельно создать, и этим в очередной раз повысите шанс на то, что информация запомнится. Но не забывайте о том, что все-таки повторять нужно через интервалы. Повторение никто не отменял, даже при всех стратегиях, которые вы примените, вы проработаете. Да, вы увеличите шансы на то, что эта информация запомнится, но повторение никто не отменял даже при таком подходе. Но повторение тоже может быть активным, может быть правильно организованным, если оно без первоисточника, если с удаляющимися интервалами, но об этом поговорим в другом видео, более подробно. Все, мои хорошие, надеюсь, ваше чтение теперь будет максимально активным, вы получите максимум знаний из чтения и не потратите время зря, что, собственно говоря, мне и хочется вам пожелать, чтобы вы получали за минимум времени максимум знаний и пользы. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.